Привет! Сегодня у нас распаковка и обзор камеры Instax Mini 99 от Wonderphoto. С вами Леонид. Погнали! Что же это такое? На самом деле Instax, повторюсь, каждый год выпускает примерно по одной-две камеры, которые ничем друг от друга не отличаются совершенно. Это обычно просто шлак за шлаком, но цена становится дороже, причем она становится дороже всеми существенно. Да? Раньше они ускоряли цену там на 1000 рублей, а сейчас цены стали увеличиваться с каждой новой камеры тысяч так по 5. Вот. И эта камера, наверное, единственная из последних выпущенных, которая, реально хотя бы какой-то интерес представляет. В ней есть какие-то там интересные финтифлюшки, которые можно рассмотреть, и, возможно, эта камера станет вообще божественной. Это видео поделено на две части. Сейчас мы смотрим исключительно распаковку и обзор камеры, и в дальнейшем у нас выйдет отдельное видео, где мы действительно фотографируем на эту камеру уже без лишних слов, чисто фотография, делаем 10 снимков, а может и 20, и в разных условиях тестируем ее. Все как мы любим. Одновременно с этой камерой вышла вот такая вот пленка Instax Mini Soft Lavender. Я ее специально купил, чтобы на ней попробовать поснимать. Но теперь перейдем к камере. Я никогда не готовлюсь к обзорам, потому что действительно хочу показать вам настоящее первое впечатление. Я эту камеру никогда не открывал. Я не знаю, чем она будет отличаться от других, и в этом самый большой интерес. Всю информацию вы всегда можете найти в интернете, да, если что-то. Но я уверен, что, глядя на любую кнопочку, я вам все расскажу. Стандартная коробка от Instax. Открываем. И мы видим, что внутри уже как-то все пафосно, красиво упаковано. Знаете, как будто эта камера стоит там не 30 тысяч рублей, да, а как будто все 100. Значит, вытаскиваем камеру. Что у нас еще в коробке? Давайте посмотрим. У нас в коробке кожаный, кожзамовский ремешок. Окей. У нас в коробке провод для зарядки Type-C. У нас в коробке много бумажек. Это, кстати, они, вот что-что, а бумажки они любят. Бумажки, как надо вставлять картридж, как не надо. Просто красивая бумажка на японском. Просто фольгированная бумажка. Это, видимо, гарантийный талон, так как эту камеру я привез лично специально для обзора из Китая. И у нас есть интересная картонка и инструкция по языкам. Раньше там был русский язык, но последний, по-моему, раз они его уже не добавляли. Давайте посмотрим, что здесь есть сейчас. Здесь нет меню, где перечислены языки. Есть китайский, есть английский, так что, ребята, кто учил английский, молодцы. Едем дальше. Очень большая инструкция на английском, на самом деле. Даже длиннее, чем на китайском. Все. В моем случае эта инструкция только на китайском и английском. По-русски. Инструкция по-русски, если вы спросите. Даже если вы купите камеру в России, какой бы продавец ее не привез, Fujifilm Instax в России больше официально не существует. Запомните это. Все камеры ввезенные, они по факту серые. Нет никакой гарантии больше на камеры Instax. По факту гарантия при поломке – это просто ответственность продавца, который взял ее на себя. Но чинить их никто не будет. Сразу вам говорю. То есть, если у вас сломалась такая камера, ее никто никогда не будет чинить. Смиритесь с этим, вам просто скажут, она не чинибельна. Вот. Поменяет ли вам ее по гарантии? Я думаю, что продавец будет сопротивляться всеми силами. Я как продавец, я бы тоже так делал. Но вообще эти камеры, чтобы вы понимали, ломаются только если их стукнуть или уронить. В основном. 99% поломок именно такие. Вот. Поэтому, и они очень хрупкие, они все из пластмассы, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Продолжаем исследование коробки. Такой бокс, который вставляется там внутрь. И здесь, я так понимаю, у нас батарейка. И наконец-то, ребята, свершилось. Прошло, наверное, 3 или 4 года с последнего раза, когда у нас была нормальная аккумуляторная батарейка и нормальная зарядка для батарейки. Вот она, ура! То бишь нам не придется покупать батарейки CR2 или CR123, которые дорогие, хрен найдешь. То есть, наконец-то у нас аккумулятор. Камера упакована вот в такую вот упаковку черную. Ну что, первый обзор. Опа! Что сказать? Пока даже сказать нечего. Надо взять ее в руку. То есть, я обычно как делаю? Я всегда держу камеру в руках и понимаю, удобно ли это мне или неудобно. Давайте вставим аккумулятор для начала. Вот здесь сзади у меня защелка, ничего сложного, я просто вставляю аккум. Он даже заряжен на 0, мигает единичка. Вот. Если бы я хотел фотографировать, значит, что бы я сделал? Я бы открыл крышку. Чтобы открыть крышку, надо повернуть ее, получается, налево.
У меня здесь внизу пометочка OFF, я поворачиваю, и у меня есть варианты от 3 метров до бесконечности, от 0,6 до 3 метров и от 0,3 до 6, до 0,6 метров. То есть по факту 3 расстояния, ну типа одно это селфи, одно это обычное расстояние вот человека по пояс, и одно это там дерево вдали или какое-нибудь здание. Здесь интуитивно понятно, в принципе, ну ошибиться будет сложно, честно. Представим, что я открыл на первое расстояние, и я хочу сделать снимок. И вот это самый важный момент. У меня достаточно средняя рука, не огромная. И почти всегда мне неудобно. Посмотрим, как сейчас. И еще не забудьте, кто каким глазом снимает, правым или левым. Тоже момент. Если я снимаю левым глазом, а я обычно делаю именно так, хотя я правша, я смотрю и все хорошо вижу. Четкий видоискатель, хороший, видно все. Держать рукой мне неудобно. То есть здесь есть кнопка спуска. Но вот я не знаю, куда девать остальные пальцы. Они у меня бродят просто по камере. И вот один палец у меня, получается, как-то под низ камеры вообще подкладывается, чтобы как-то ее держать. Второй палец большой. Здесь обычно на камерах всегда есть какая-то, знаете, для него подставочка или скольжение. Вот здесь у меня вообще на экран ложится. Это плохо. Ну, честно, мне не нравится, как она лежит у меня в руке. Не нравится, ну, честно. Далее, если я буду снимать вот такие снимки, давайте смотреть. Если я буду снимать вот такие снимки, то как нажимать на кнопку? Скажите мне, пожалуйста. Я хочу сделать спуск. Если я буду делать спуск вот этой рукой, то я закрываю вспышку. Правильно? А если я буду делать спуск вот этой рукой, то я вот так вот должен делать. Вот такое положение руки получается. Вот только вот так. Ну, и держать ее вот так вот я должен. Ну, я не знаю, это неудобно. В плане держания для меня это всегда было очень важно, мне это неудобно, честно. Далее. Что есть у камеры? Давайте посмотрим на переднюю панель. На передней панели у меня есть такая вот штучка, называется Vignette. Я так понимаю, что это какая-то виньетка. Надо тестить. Это надо тестить. Это не селфи-линза, как обычно. Надо смотреть. Давайте выключим нашу камеру. А может и нет. И посмотрим, что у нас здесь еще есть. И почему мы ее купили. Мы ее купили на самом деле. И в чем интерес этой камеры? В том, что у нее дохренище режимов. У меня 2 кольца режимов. И сзади дисплей с настройками. Это вау. Наконец-то что-то интересное, что можно сделать. Но самое важное, помимо аккумулятора, который у нас появился, это, конечно же, возможность отключения гребаной вспышки. Это самое лучшее, что можно было получить от производителя камеры Instax. Я в каждом видео говорю, сделайте отключение вспышки. Это разве так сложно? Наконец-то. У нас есть кнопка флеш. Теперь осталось узнать, как она работает. Работает она так, пока у нас нет кассеты внутри, мы ничего не можем сделать. Ну, я так подозреваю, что вспышку можно отключить. Также у нас есть self-timer и есть режим мод. Что у нас есть здесь? Режим N, FG, VT, LB, SME, SP, LL. Куча режимов. На второй панели, на втором кольце у нас есть L, L+, D, D-. Я так понимаю, что это цветокоррекция. Ну что ж, не зря же я учил английский язык. Давайте посмотрим на обороте коробки. По факту мы видим, что коробка на не нашем языке. Ладно, сбоку мы видим, что эти буквы, которые обозначаются LL, SP, LM, это фильтры, которые каким-то образом накладываются на снимок. Я открою сейчас лоток. Попробую покрутить, чтобы понять, как они накладываются. Честно, я не вижу, чтобы, когда я крутил кольцо, там какие-то вот менялись какие-то параметры внутри. То есть, каким образом камера меняет цветовую настройку, как-то же она, получается, на объектив влияет, мне непонятно. Но что они заявляют? Значит, у нас есть Faden Green, FG, Faden Green. Отличное название. Вообще, я никогда в жизни таких не слышал. Короче, снимки будут зелеными. VT, Warm Tone, снимки будут теплыми. LB, Light Blue, снимки будут холодными. SM, Soft Magnet, снимки будут фиолетовыми. SP, это сепия. И LL, это Light Leak, это какая-то психоделическая история. Вот. Виньетка, это, короче, на передней панели, как они пишут, это будет какая-то... Вот по факту, то, что они показали на коробке, я вообще не вижу разницы, просто будет больше света на кадре. Опять же, надо тестировать. И что у нас за колесо последнее, это вот L плюс D минус. Я так понимаю, что это как бы плюс 1, минус 1 освещение. Я так понимаю. Но давайте для
точности мы еще это сейчас с вами посмотрим, чтобы я вас не обманывал. Что это значит? L+, lighter, L, lighten, ничего не делаешь, normal, D, darken, D-, еще darken. То есть мы можем действительно контролировать нашу камеру, говорить, делай светлее, делай темнее. Это полезная настройка. Я не знаю, насколько они смогли ее прям впихнуть в эту камеру, но в обычной жизни Instax очень плохо фотографирует помещение. И если мы, например, в помещении сделаем Light Plus на нормале, возможно, все будет круто. Возможно. Но это все надо тестировать. То есть, действительно, я так понимаю, что нам с вами не хватит 10 снимков на тест. Здесь надо делать 20, потому что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 режимов, виньетка и еще вот эти Light Dark. Это уже 10. Если хотя бы даже +1, -1 поставить. То есть, а у нас еще надо сделать, нам надо сделать еще обычный снимок, да, без всяких вот этих эффектов. И нам надо же сделать еще -1, +1. И нам надо сделать со вспышкой, без вспышки. То есть, чтобы оттестировать эту камеру хорошенько, придется потратить 2 кассеты. Вот что я могу вам сказать. Наверное, нам нужно переходить реально ко второму видео, где мы будем смотреть. Давайте подводим итог чистой распаковки обзора. В руках лежит отвратительно, неудобно. Сам материал на ощупь тактильно приятный, но он как бы здесь вот этот кожзам такой дешевый, пластиковый кожзам, я назову его так, который пересекается с пластиком. В принципе, прикольно, что она черная, наверное, царапки, скретчи, все это не будет видно, но глядя на качество корпуса, я могу сказать, что расшатается камера очень быстро, то есть она станет такой покоцанной быстро. Конкретно по режимам круто, что много режимов, круто, что можно отключить вспышку, круто, что отдельная батарейка. То есть, если бы вот сейчас я выбирал камеру Instax Mini, я бы выбрал эту уже. Я бы выбрал ее просто потому, что можно отключить вспышку, есть аккумулятор. Вы спросите, тогда зачем мне ее брать, если можно взять Instax 90, который по факту то же самое. Ну, во-первых, Instax 90 уже не выпускают. Вы можете найти какие-то остатки вообще на рынке, прямо какие-то вообще гроши, копье, да? Это первое. Во-вторых, здесь все-таки много чего крутого, и если уж вы берете камеру за 25-30 тысяч рублей, то Instax 90, кстати, стоит примерно столько же, то, конечно, лучше взять новую. Новая на рынке будет более актуальная, новая более ликвидная. Если вы захотите ее как минимум продать когда-нибудь, вы продадите дороже, чем Instax 90. Вот. И вероятность ее срока жизни, конечно же, больше. Вот. Если вам что-то интересно именно в плане творчества в этих камерах, что-то потестить, это намного интереснее. Камера открывает очень много возможностей, но по моему опыту работы с этими камерами потребуется, наверное, очень много времени, чтобы действительно понять каждый режим, понять, как он работает, в каких условиях лучше фотографировать, в каких нет. Потому что, надо убить реально там на каждый режим по 3 снимка минимум, чтобы прям вот понять с ним, как идеально работать. Иначе у вас будет постоянно получаться что-то плохое, что-то некачественное. А Instax славится тем, что фотографии у многих людей, не очень. Вот. С вами был Леонид. Увидимся во второй части видео. Пока. Подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.